и дает надежду на свободную жизнь для каждого из нас. Начнем с криптона, закончим биткоином. Что я вижу конкретно на графике по биткоину? Итак, криптон, значит, я ставлю его в наблюдение. Рейтинг криптон занимает 1004 место, что я считаю неплохо. Наблюдают за этой монетой 6817. Ценник имеет в 37 рублей за одну монету и 44 копейки. В долларах эта цена 0,61 цент. На CoinGecko наблюдают за ней 1388 человек. К чему подводит нас эта монета? Полной децентрализации и анонимности в отправке денежных средств, как и личных сообщений, чтобы вся личная жизнь конкретно принадлежала тебе. Рыночная капитализация 253 миллиона рублей. Объем за 24 часа это 8 миллионов рублей 747 тысяч. Как мы видим, монетки с год потребовалось, чтобы выполнить определенные поставленные задачи, настроить правильно рекламную машину, и затем она выстрелила на 1 доллар 78 центов. Минимальная цена, куда приходила в самый низ, это 3 цента. Хаи делим на минимум цены, куда она приходила, что в эквиваленте тот, кто покупал на дне, удалось заработать 59 иксов на хаях. Умножая 59 иксов на 10 долларов, получаем в итоге 593 бакса. Я считаю, монетку это лучше взять в наблюдение, чем ее не взять. И сейчас просто рассматриваем, что у нее есть сейчас. Далее я тебе скажу, почему мы сейчас это просто пока рассматриваем, пока не заходим. И каким образом ее можно будет приобрести. Рынки, на которых она торгуется, не так много. Конкретно указанных на CoinMarketCap это всего 3 источника. Это L-Bank, это CoinTiger и LaToken. Я бы не сказал, что это прям вот такие биржи, которые внушают, в принципе, доверие. На эти биржи листится очень много разных непонятных монет, поэтому как что-то серьезное подъедет, надежда будет усиливаться в этом проекте. Ну и, в принципе, посмотрев на выдержку, на целый год томления и сейчас вот результат, то, скорее всего, это далеко не скам, но все равно необходимо относиться к каждой инвестиции как к скаму, потому что мы рассматриваем самые рисковые проекты. И даже, казалось бы, самые надежные тоже бывают подводят. Такие как Luna Terra, которая занимала 10 место в списке популярных монет. На бычьем цикле считаю, что эта монетка может дать возможность заработать хорошие иксы. Также проверял эту монетку на возможные какие-то фонды и поддержку. Никаких фондов и поддержки я не обнаружил. В перспективе этот канал двигается с маленьких сумм, точнее с 10 долларов до миллиона долларов на монетки. В совокупности необходимо поймать это 100 тысяч иксов. Shiba Inu, которая зарядила каждого вдохновением, что это возможно. И дала порядка миллиона иксов, что в общем эквиваленте с 10 долларов эта сумма доросла на самых хаях до 10 миллионов долларов. И теперь непосредственно к биткоину. Монета сейчас находится в краткосрочном восходящем канале, идет наверх в растущую тенденцию. Но в целом, если мы отдалим график, у меня здесь обозначены уровни поддержки, которая поддерживает цену и не дает ей пролиться ниже. И сопротивление. Здесь сидят продавцы, которые не дают цене пройти выше. По прошлым моим чертежам, которые я рисовал, показывал, что цена, вероятно всего, может уйти сюда, к точке 28 тысяч долларов за биткоин. Но это не точно. Она может и сразу прогуляться куда-нибудь ниже, а может и вовсе вырваться наверх. Потому что это все на самом деле теории вероятности. Но в долгосрочной перспективе, конечно же, биток пойдет наверх. Но когда это конкретно будет, мы уже посмотрим только просто уже на факт. На факт в том, что он ушел наверх. И рекомендую всегда смотреть на любую ситуацию с высоты птичьего полета, на любую проблему, на любую задачу, на любую неприятность, на рынок в целом. Потому что когда мы смотрим с точки проблемы, а не с точки ее действительных фактов о том, что говорит нам рынок, ситуация, возможность, проблема. И мы здесь обнаруживаем, что мы в принципе пришли в ту необходимую точку, в которой делаются большие деньги. И уже в принципе страны, компании по 18
тысяч за биткоин, они уже просто берут и покупают этот биткоин. Так вот, поэтому, который шлак мы, в принципе, рассматриваем, из вот этого всего мусора нужно попасть и сесть всего лишь в одну монету. Капитал задействовать нужно постепенно. Сейчас я вижу ситуацию какую на рынке. Я пока сейчас еще только присматриваюсь к монетам и считаю, что это лучшее время для накопления. Если ты не хочешь в долгосрок садиться в биток и хочешь какие-то ракеты схватить, да, то считаю, что ситуация с накоплением очень тебе подойдет. Хоть и будут нас на самом деле толкать туда все ниже и ниже, и большинство просто не сможет сесть даже в эту монету, там в биткоин или еще куда-то. Потому что везде, в принципе, есть грань того, когда, ну, пора уже взять, да, допустим, вот даже по 18. Государство, ну, как бы не считает себя каким-то умником, который прогнозирует цену вот прям с точностью до пунктов, а просто берет там тысяч по 17, по 18, потому что мы уже, в принципе, пришли в ту точку, где пора покупать, пора затариваться. Но тот, кто это не поймет, будет покупать вот здесь, вот здесь, вот здесь будет покупать, вот здесь, потому что растем. Будет покупать, допустим, здесь, 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 здесь. Даже, ну, здесь будет меньшинство покупать, здесь будет еще бояться. Вот в этой точке примерно еще будут бояться, еще не понимать, что мы идем наверх. Потом кто-то все-таки поверит, прокатится здесь. Потом будут кричать, что он улетит еще намного дальше. К примеру, на 500 миллионов долларов. Да, он через какое-то время туда уйдет, но, допустим, не в этом цикле. А человек, получается, садится, допустим, здесь, в прошлой истории, и ждет до соточки. Как мы только развернулись, ушли, денег-то на счету становится все меньше и меньше. Соответственно, что остается делать? Только продать в ноль и ждать какой-нибудь сладкой цены за ноль. Или ждать, пока вырастет, и снова сесть и ждать уже 500. Ну или кто-то возьмет просто и развернется и уйдет. Скажет, это не мое, я не понимаю, я не шарю, я не хочу. Мне больно, мне страшно. Всем больно, всем страшно. Вот что нужно понять. Всем больно и всем страшно. Просто кто-то вот этот болевой порог преодолевает через страх. Во-первых, почему тебе страшно? То, что ты используешь ту сумму, от которой тебе больно. Вот, допустим, 5 долларов, 10 баксов. Для меня не так больно сейчас. Постепенно, когда капитал мой вырастет, болевой порог станет намного мощнее. И для этого нужно время, чтобы он повысился, и ты мог рисковать уже другой совсем суммой. Необходимо засыпать и просыпаться, как будто у тебя ничего не произошло. У тебя не отняли полквартиры, не отняли там пара колес, резины с твоей машины, а чисто просто пошел, поел, купил монетку. Как будто поел в бургерной, будто бы. Но не поел, не стал губить свое здоровье, а пошел просто, закупился и все. Да, первое время очень это голодно будет нелегко. Не каждый справится, и легче будет просто сойти с этого пути. Уйти в берлогу, уйти в старое что-то, закрыться, а потом всю жизнь сожалеть, что я не смог поломать убеждения и остался в своем просто мире, где есть только ты и твой комфорт, а то, что за комфортом, тебе не будет никогда доступно. Благодарю за лайк, благодарю за дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пиши в комментарии под видео. Переходи в мой телеграм-канал, там выходит все намного быстрее и раньше. Также ты можешь по желанию попасть в мой закрытый телеграм-чат. Самое главное поменять жизнь. Вот просто снутри, и чтобы это отразилось снаружи. Вот это самый лучший кайф, который можно получить, когда соприкасаются люди с тобой и меняются. Меняются в лучшую сторону. Когда вокруг тебя люди становятся все лучше и лучше, ты тоже растешь и улучшаешься. Благодарю и до новых встреч.